привет! С вами Берсик, и это рубрика «Годно или стрёмно», в которой я проверяю кукольные товары с сайта AliExpress. Годно или стрёмно? По атмосфере вокруг, я думаю, вы уже догадались, что это спецвыпуск рубрики «Годно или стрёмно», посвященный Хэллоуину. Так как товары с AliExpress идут примерно 3 недели, то, к сожалению, к этому Хэллоуину вы вряд ли успеете что-то заказать из того, что я покажу вам в этом видео. Но я считаю, что сани нужно готовить летом, так что вы вполне можете закупиться уже на следующий Хэллоуин, потому что он в любом случае наступит в следующем году. И помимо этого, в этом выпуске будут также более универсальные товары для кукол, которые актуальны не только в Хэллоуин, а круглый год. И давайте смотреть, какие товары в этом выпуске будут годные или стрёмные. Годно или стрёмно? Подписчица под ником Мико Лайф попросила проверить костюм Мишутки для куклы Блайс. Это тот самый костюм, который я заказывала в одном из своих видео. Он стоит довольно-таки дорого, 400 рублей. Но комментарий с этим костюмом набрал такое количество лайков, что я просто не могла его не заказать. Как вы видите, костюм представляет собой две отдельные детали. Это сам комбинезон и отдельная шапочка. Шапочка довольно-таки большая, но, как вы помните, у кукол Блайс большая голова, поэтому размер шапки всегда контрастирует с размером остальной одежды. Цвет костюмчика светло-коричневый, материал имитирует мех медведя, и это трикотаж букле. На поверхности материала есть пушистые узелки. На ощупь материал мягкий, но не слишком приятный, ворсистый. На горловине, на рукавах, внизу на штанишках, на ушах, а также с задней стороны на шапочке есть вставки светло-персикового материала. На шапке есть коричневые завязки, и с их помощью можно утянуть шапочку на голове куклы. Комбинезон с задней стороны на липучке, и стоит отметить, что все сшито очень качественно, нитки нигде не торчат, но было бы странно, если бы за 400 рублей это было не так. На кукле Блайс костюмчик смотрится слишком очаровательно, мне кажется, он очень классно подошел мини-би к ее каштановым волосам, по размеру также идеально подходит, на голове сидит очень хорошо, и еще этот костюмчик мне напомнил пижамки Кигуруми. Кукле Пули костюм тоже подошел, и он идеально сочетается по цвету с ее русыми волосами. Комбинезон также подошел кукле Барби, но, честно говоря, без шапочки он совсем теряет свой смысл и смотрится несуразно. Ну, а такая большая шапка, конечно же, не подойдет куклам с маленькой головой. И я считаю, что это очень годная вещица для тех, кто хочет превратить свою куколку Пулип или куклу Блайс в очаровательного медвежонка. И я думаю, что именно в этом милом образе мини-би будет сидеть у меня на полочке в преддверии Хэллоуина. А сейчас мы с вами создадим образ светской ведьмочки. Так как я не нашла шляпу настоящей ведьмы для кукол, то я приобрела просто шляпку и метлу. Но давайте по порядку. Шляпу для кукол за 87 рублей попросила проверить подписчица Кетти Меттина. Черное платье на одно плечо за 120 рублей попросила проверить Анастасия Резникова. А туфли для кукол за 105 рублей попросила проверить Алина Кузьмович. Платье очень дешевое и очень здоровское, оно сшито аккуратно, мне нравится его фасон, оно облегающее. Один рукав длинный, другого рукава просто нет, то есть это платье на одно плечо. Материал платья мягкий, приятный на ощупь и слегка тянется. На платье нет липучки и надевается оно на куклу просто путем натягивания платья на нее. Ой, слушайте, прям pretty woman walking down the street. В таком аутфите и в таком образе куклу и не грешно на полку поставить. Очень мне нравится платье, дешевое и очень годное. Сидит на кукле замечательно, обтягивает ее тело, нигде ничего не торчит. А еще здорово то, что платье хорошо тянется и подошло всем куклам Барби, в том числе пышненькой. И также платье подошло кукле Integrity Toys. Кукле Пулип платье немножко велико, но в целом сидит неплохо, особенно с поясом. И, кстати говоря, этот пояс предназначен для кукол Monster High. Его меня попросила проверить Закарян Айкуш. Он стоит 90 рублей и довольно-таки качественный. Скорее всего, это копия какого-нибудь пояса из какой-нибудь коллекции. И если вы знаете, то обязательно напишите в комментариях. Пояс с задней стороны на застежке, и с передней стороны у него пряжка в форме сердечка. Такая же история с куколкой Блайс. Платье ей великовато, но ей при этом подошел монстряшный пояс. Он очень хорошо подходит куклам Monster High и Ever After High. Ну а платье для этих кукол велико, и тут уже никакой пояс не поможет. И на всякий случай уточняю, что такой пояс не подходит куклам Барби. Давайте посмотрим отдельно на шляпку. Она выполнена из некого плотного материала, но при этом он довольно-таки податливый и обработан фетром и с верхней, и с внутренней стороны, то есть на ощупь шляпка мягкая и приятная. При этом она хорошо держит форму и идеально садится на голову куклы. На сайте AliExpress эта шляпа представлена в разных цветах, так что вы можете подобрать нужный вам цвет под нужный вам образ. Шляпка лучше всего подходит куклам Барби, но в то же время она подошла куклам Monster High и Ever After High. Что касается обуви, то я просто влюблена в эти босоножки. Они со звездочками. Они очень красиво смотрятся на ноге куклы. У них высокий каблучок. Босоножки выполнены из резины, и с задней стороны нет разреза для удобства снятия. Но это не затрудняет надевание обуви на куклу. На мой взгляд, сложился очень крутой образ из годных товаров, поэтому я напоминаю вам,
вам, что ссылки на все товары есть в описании видео, но это еще не все. Мы с вами помним про метлу, ведь мы хотим в честь Хэллоуина сделать из этой девушки светскую ведьму. Ее на проверку мне прислала Анна Корсунова, и знаете, что самое стрёмное в этой метле? Ее цена 207 рублей. Это просто какой-то кошмар. Это шло ко мне больше месяца, и это представляет собой палку, к которой при помощи ниток и проволоки прикреплены скудные тоненькие ветки. Это просто какой-то дурацкий хендмейд, который может сделать, в принципе, любой человек, и платить за это 207 рублей, но это очень глупо. И с куклой она совершенно не смотрится. И, кстати, я могу подобрать для этой куклы другой крутецкий аксессуар. Самые внимательные из вас наверняка заметили, что у меня необычный кулон. Те, кто смотрел «Однажды в сказке», точно знают героя Румпельштильцхена и его кинжал. И я как раз-таки, вдохновленная его образом, приобрела этот кинжал на AliExpress. Это было очень давно, но если он до сих пор в наличии, то я обязательно оставлю вам ссылочку на него в описании. И этот кулон также может подойти для кукол. Его можно приклеить к руке куклы при помощи двухстороннего скотча и, собственно, как-то обыграть эту историю. И этот кинжал я практически не носила, некуда было, и я рада, что я наконец надела его для видео. И в завершение этой черной мрачной эпопеи я хочу показать вам обувь для кукол Monster High. Мне кажется, она достаточно хэллоуинская и мистическая. Это черные ботильоны, которые обвивают драконы, и даже каблук представляет собой хвост дракона. Я думаю, вы уже догадываетесь, чья это обувь. Это обувь Jennifer Long из, можно сказать, довольно-таки свежей коллекции Fierce Rockers. Очень мне нравятся эти ботинки. Они выполнены из резины, с задней стороны есть разрез для удобства снятия. Вообще, монстряшная обувь на AliExpress довольно-таки качественная. Я думаю, что это точные копии, либо вообще оригиналы с завода, так что можете брать для своей куклы Monster High. На ногах кукол Monster High и Ever After High эта обувь сидит идеально, не спадает. Эти ботиночки стоили 140 рублей, но на сайте также в ассортименте есть и другие варианты обуви. Я думаю, что там все очень качественное, поэтому можете смело заказывать и не прогадаете. Следующий лот – это баночка с кровью. А если говорить серьезно, то это не кровь, конечно же, а баночка с вареньем. И Вероника Яковлева попросила проверить меня лот, где были изображены кофе, варенье и нутелла. И смотрите, какие милые баночки с наклейками. И что мне пришло в итоге? Мало того, что одна баночка, так еще и без наклейки. И это, товарищи, стоило 139 рублей за одну маленькую баночку без наклейки. Выполнен этот аксессуар из пластика. Внизу это полупрозрачный красный пластик, вверху непрозрачный белый. Как вы видите, по размеру он довольно-таки реалистично смотрится, как будто это настоящая баночка варенья. И эта баночка, конечно, милая, но не за 139 рублей. Я ожидала совсем другого, и больше всего я хотела нутеллу. И после съемок я нашла лот за 272 рубля, где продаются все 4 баночки в комплекте с наклейками для них. В отзывах есть фотографии покупателей, так что лот проверенный, и ссылку на него я оставлю в описании. Все последующие товары меня никто не просил проверять, и я проявила инициативу для того, чтобы сделать этот праздничный хэллоуинский выпуск. И первый товар – это паутина с паучками за 81 рубль. И, кстати говоря, именно такой паутиной я украшала фон в одном из моих стареньких хэллоуинских видео. С задней стороны написано, что паутину можно использовать несколько раз, и чем больше вы ее растянете, тем лучше она будет выглядеть. Она очень мягкая, приятная на ощупь, как подушечка, и здесь 2 пластиковых паучка. В общем, я оторвала небольшой кусочек, растянула его и разместила таким образом на скорую руку, но мне кажется, уже сейчас смотрится здорово. И добавим сюда паучка. Сам материал это, конечно же, не паутина, это какое-то тянущееся мягкое волокно, но выглядит очень реалистично, поэтому это очень годный товар, и я вам рекомендую его приобрести. Следующий товар это хэллоуинская тыква, и его я беру с полочки. Она уже со зловещей мордашкой, и я думаю, для вас это будет сюрприз. Ее можно вот таким образом просто полностью смять. То есть это тыковка антистресс для рук, насколько я понимаю. И единственный ее минус в том, что она очень сильно пахнет. Как будто это какой-то шоколад с чем-то, но при этом он все равно неприятный. Но на ощупь она просто бомбическая, очень мягкая, приятненькая. Ну и для куклы это большая тыква, не малюсенькая, которую она может взять в руки, а именно большая тыква, но такие бывают. И мне кажется, в кукольном интерьере она будет смотреться очень здорово. Тыковка стоит 138 рублей, и по качеству она меня абсолютно устраивает. У нее хорошо прорисована мордашка, это самое главное, она смотрится очень здорово, поэтому я считаю, что она годная. Еще я заказала 2 тыквы за 113 рублей, это довольно-таки дешево, и мне нравятся эти тыковки, они без зловещих мордашек, просто реалистичные тыквы, так что это в том числе и символ осени, а не только символ Хэллоуина. Мне нравится, что они не однотонно-оранжевые, а в крапинку, из-за этого выглядят реалистично. У них имеются зеленые стручки, которые вынимаются, сами тыковки полые, и они очень легкие.
легкие. Выполнены они из пенопласта, сверху плотное глянцевое покрытие. В некоторых местах пенопласт помялся, но это не бросается в глаза. На полке эти аксессуары смотрятся здорово, поэтому я довольна покупкой и вам тоже рекомендую, эти тыквы очень годные. Тыковок я заказала очень много, впала в состояние тыквенного эффекта, и я думаю, что вот эта тыква явно вам бросалась в глаза, и вы ее заметили в самом начале видео, потому что это светящаяся тыква. Эта тыква стоит 157 рублей, она самая большая, и ее качеством я не очень довольна, потому что мне не сильно нравится этот дизайн в стиле пугало. Здесь внизу какая-то ткань пришита, из нее торчит люрекс, и в целом все это смотрится довольно-таки безвкусно. Сама тыква выполнена из пенопласта, но что мне в ней нравится, это то, что она светится, ее можно просто поставить на какой-нибудь дальний фон, и детали ее образа не будут бросаться в глаза, и будет бросаться как раз-таки только светящаяся мордашка. Так что я считаю, что эта тыква довольно-таки стрёмная, но может стать годной, если ее рассматривать как фон для кукольных фотографий. Она будет смотреться довольно-таки мистически и неплохо. Это маленькое привидение, маленькая тыковка в шляпке. Да, еще одна тыковка. Но в отличие от предыдущих, это реалистичного размера для кукол, и кукла может держать ее в руках. И помимо тыквы в шапочке, можно также выбрать тыкву без шапочки. Здесь немножко страдает аккуратность рисовки, она не везде ровная. А вот привидение просто идеальное. У него все очень хорошо прорисовано, и я в него просто влюблена. Оно такое симпатичное, и на нем тоже шляпка в хэллоуинском стиле. Оба аксессуара тяжелые, плотненькие, каменные. Привидение стоит 145 рублей, ну а тыковка 159. Так что это годные миниатюрки, и можете выбирать, заказывать, потому что там очень большой выбор. Помимо привидения, смотрите, выбирайте что-нибудь прикольное для своих кукол или просто для интерьера. И вещица, о которой больше всего спрашивали в инстаграме, так как я уже сделала с ней несколько фотографий, это вот эта замечательная гирлянда с тыковками, со зловещими мордашками. Гирлянда просто нереально крутая, вот правда. Она стоит 360 рублей, и пришло именно то, что я увидела на картинке, именно то, что я хотела. Она светится очень теплым цветом из-за того, что пластик оранжевый. Это создает невероятное ощущение уюта в комнате. Гирлянда на пальчиковых батарейках, она не очень длинная, но достаточно длины для того, чтобы украсить фотографию или просто какой-нибудь предмет в интерьере. И также я думаю, что такие тыковки подойдут и для кукольной фотографии, они будут смотреться интересно и на фоне, и если дать кукле такую тыковку в ручке. Поэтому я считаю, что это просто must-have для Хэллоуина. Обязательно заказывайте себе на следующий год, пока они не кончились. И последний лот очень-очень странненький, потому что это скелет, который светится, и он еще и к тому же шарнирный. Стоит эта странная штуковина 91 рубль. Сначала достаем ноги, потому что они отвалились. Конечности держатся вот на таких штыречках. Скелет довольно-таки высокий, он ростом примерно с куклу Барби, чуть выше ее. При этом он совсем плоский, то есть не очень-то реалистичный. И напоследок хочу обратить ваше внимание на пальцы этого скелета, на его зубки. И, честно говоря, череп выглядит довольно-таки крипово. И так как скелетик шарнирный, то ему можно придавать различные несусветные странные позы, и в том числе заставить его танцевать в темноте, так как в темноте он светится. Выглядит это довольно забавно, и, кстати, можно его привязать. Вверху есть дырочка, отверстие для того, чтобы его куда-нибудь подвесить, в том числе в какой-нибудь кукольной комнате, например, создать ситуацию, как будто Барби пугает Кена таким скелетом в шкафу. У всех же есть свои скелеты в шкафу. В общем, я считаю, что за 91 рубль этот скелет довольно-таки годный, забавный и прикольный аксессуар для Хэллоуина. Годно, али стрёмно? Пришло время передать привет подписчику, и вот уж кому-то повезет получить привет из такой необычной хэллоуинской атмосферы. И подписчика я выбираю среди лайкнувших мою последнюю фотографию в инстаграме Days of Bears. И это Ника Татаренко. Ника, это Берсик. Я передаю тебе привет со съемок «Годно или стрёмно». У меня сейчас очень необычный фон. Ты сейчас первая все это увидишь. Вот так тебе повезло. А еще ты попадешь в видео, точнее, мой привет тебе. Приветик улетел Ники, ну а вы подписывайтесь на мой инстаграм Days of Bears, пишите интересные комментарии, лайкайте фотографии, и возможно в одном из следующих видео я передам привет именно тебе. Это были все товары на сегодня, ссылки на них, как всегда, есть в описании видео. Я очень надеюсь, что вам понравился спецвыпуск, посвященный Хэллоуину, и чем больше лайков будет под этим видео, тем быстрее выйдет следующий выпуск «Годно или стрёмно». И не забывайте присылать мне в комментарии товары для кукол, которые вы хотите, чтобы я проверила в следующий раз. Обязательно лайкайте комментарии с товарами, которые вам нравятся и которые вы поддерживаете. Счастливого вам Хэллоуина и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!